Всем привет, меня зовут Ольга Гусева, сейчас 17 часов в Москве, и наша замечательная передача «Честное слово», где мы встречаемся с самыми интересными гостями и ведем с ними беседы на самые такие злободневные темы. Сейчас вот появится плашка «Подписаться» и всякие разные ссылки на то, где нам можно отправить сообщение в этот эфир. И, конечно же, можно писать прямо вот в чате Ютуба. Это тоже обязательно сделайте. Не забудьте подписаться на наш канал, если смотрите. Потому что, на самом деле, это очень важно, потому алгоритмы Ютуба распространяют те видео, когда вы подписываетесь на них, когда вы ставите лайки. Давайте распространять правду, это очень важно в условиях тотальной цензуры. И сегодня у нас вот, кстати, появилась, собственно, плашка Friends Media Политика. Можно прям вот сюда разрывающуюся голову Путина и ваши сообщения отправить. И сегодня у нас в эфире очень интересный гость, экономист, профессор финансов Максим Миронов. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Максим, ну вот... Хотелось бы на самом деле сказать добрый день, но на самом деле он никакой не добрый, потому что уже война продолжается 63 дня. И, наверное, самый главный вопрос, который вот сейчас все обсуждают и витают в воздухе, откажется ли Европа от российского газа? Ну, я не знаю, но с каждым днем вероятность этого события все больше, потому что это же не 0 и 1. То есть, понятно, либо откажется, либо нет. Вопрос... В Европе очень много сил, которые действуют в разные стороны. С одной стороны, есть силы, которые больше пушат, чтобы быстрее отказаться. Это, прежде всего, там и Балтийские страны, и Польша, потому что они понимают, что после Украины они будут следующими. Поэтому они такие ястребы, но они ястребы скорее, чтобы обезопасить себя. И есть Германия и там некоторые другие страны, которые не хотят отказываться от газа, потому что это потеря для их предприятий, прежде всего. Это большие проблемы там, на будущих любых выборах, потому что, понятно, когда там предприятия страдают, увольняют, это безработица. Вот. Поэтому пока нет решения, но вот в том числе то, что Россия сегодня сказала, что Польша и Болгария не будут поставлять газ, потому что в рублях не оплатили, но это такая смешная там отговорка, потому что есть контракты, и какая разница, в каких валютах платить. То есть это явно повод, чтобы, я думаю, шантажировать Европу. И я думаю, что вероятность того, что Европа откажется, она просто увеличилась сегодня, например. Да, ну вот вы сказали как раз-таки про то, что, ну то есть по контракту они как обязаны платить? Они обязаны платить в евро. Прописано ли там, в какой валюте они платят? Потому что, ну вот, мне Конечно, кажется... конечно, там все прописано, то есть это же все прописано, но опять же, тут уже идет тут как можно вообще про контрактное право говорить, когда идет война. Вот. И я так понимаю, это главный аргумент российских властей, что вы нам без всяких контрактов отрубили, заблокировали резервы валютные, ввели санкции, вот и мы сейчас тоже начинаем беспредельничать без контрактов. Поэтому я думаю, что аргумент на контракт тут уже скорее не сильно работает, тут кто кого передавит. Так, ну а что они реально будут делать? Ну вот действительно, есть же заявления, вот вы сказали, и там и про Польшу, и про Болгарию, ну а другие страны. Но иными словами, знаете, вот пропагандисты часто говорят, европейские пенсионеры замерзнут в своих домах без нашего газа. Действительно ли это так? Ну, во-первых, сейчас скоро лето, поэтому точно не замерзнут, а через полгода там непонятно, что будет. Вот, поэтому пока нет такой проблемы, что европейские пенсионеры замерзнут. Проблема скорее у промышленников будет и у электроэнергетики, потому что, в принципе, есть же газовые электростанции, которые работают, ну, и генерят до сих пор много довольно энергии в Европе. Вот. Но я думаю, что это все несерьезные аргументы. Я тут сошлюсь на двух моих хороших знакомых, Сергея Гуриева и Олега Ицхоки. Они много статей написали, в том числе в немецкой прессе, на эту тему. По поводу оценок я согласен с их оценками, что вот самые катастрофические оценки — это все несколько процентов ВВП. Если Европа полностью откажется, что это, вообще говоря, меньше потери, чем, например, от ковидного кризиса. То есть это серьезный шок, это не копейки, но это не какие-то деньги, которые прям вот ужас-ужас. Ну, то есть Путин шантажирует Европу. Ну, давно он шантажирует, не первый год.
И, в общем, он еще до войны начал шантажировать, то есть, в принципе, поэтому это не новая история. Ну вот, а насколько этот отказ все-таки может, вот вы говорили про промышленность, там еще про какие-то, насколько это все-таки отразится вот на обычном просто европейском жителе? Ну окей, мы поняли, да? Там европейцы не замерзнут, хорошо, потому что лето. Но изменится ли какая-то экономическая ситуация из-за этого в Европе? Там они больше станут платить Да, за какие-то ресурсы? Как да, это отразится на это кошельке? изменится, и это, более того, это все просчитано. Это изменится. А, Европейцы начнут существенно больше платить и за электроэнергию, и за газ, и там, соответственно, за горячую воду. И есть как раз вот в этих мерах как раз субсидии самым бедным европейцам, чтобы они могли компенсировать. И будет большой удар по многим секторам промышленности, которые сейчас работают за счет довольно дешевого газа. Поэтому да, это будет существенный урон, но он не настолько существенный, чтобы была катастрофа. И я считаю, что он даже будет дешевле, чем это не делать, потому что когда ты вводишь какие-то жесткие меры, что Путин наконец поймет, что у него не будет денег, и у него будет стимул немного больше, быстрее закончить войну, потому что текущие санкции позволяют ему вполне комфортно жить. И там, платить зарплаты всем, бюджет исполняется, нет проблем. И здесь проблема не в том, что будет большой удар. Я считаю, что если эти санкции не вводить, удар по Европе будет больше, потому что текущая война, она уже создает кучу проблем. Это и беженцы с Украины, это и падение, разрыв торговых цепочек, и проблемы вообще у многих предприятий, связанных с войной, потому что это же большой негативный шаг. Поэтому мне кажется, чем рубить хвост любимой собаки по частям, вводя там первый, второй, третий, пятый, шестой, десятый пакет по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, лучше Европе показать, что Европа готова пойти в том числе на серьезные проблемы для самой европейской экономики, чтобы показать, что вот некоторую свою силу, как ни парадоксально, это именно сила, и Путин понимает только силу. И если мы верим в том, что эту войну можно закончить путем санкций, я не верю, кстати, в это на самом деле, что санкции позволят закончить войну. Но если мы считаем, что путем санкций можно закончить войну, нужно из всех орудий палить, чтобы реально Путина посадить на реальный голодный паек, а не то, чтобы вот ручейки там денег обрубать, а огромную реку нефти и газодолларов оставлять. Поэтому и для Европы это будет выгоднее, потому что проблема быстрее закончится. Максим, а почему вы считаете, что вот эти санкции не смогут прекратить войну и, скажем так, ограничить Путина? Такие санкции, которые... Потому что я считаю, что Путин, в отличие от европейских политиков, он совсем оторван от благосостояния граждан. Потому что вот почему европейские политики не хотят вводить эти жесткие санкции? Потому что они боятся, что резко вырастет недовольство вследствие роста безработицы, падения доходов, и политики проиграют выборы. Вот мы видим, на самом деле, даже вот последние выборы, которые все отпраздновали, там Макрон победил Ле Пен, но Ле Пен набрала 42%, это много, то есть явно при том, что ее поддерживал Путин, то есть Путин сейчас такой некоторый дьявол во всем мире, 42% это очень много. И на самом деле, если Европа там, продолжит там, жесткие санкции, то неизвестно, куда качнется этот маятник. Путин в этом отношении, он свободен от мнения населения. Мы видим, что уже население сильно страдает, уже там резко обеднело, и будет еще хуже, и все понимают, что будет хуже, будет резкий всплеск безработицы, будет обнищание не только населения, но и вообще там целые сектора экономики, возможно, либо закроются, либо перейдут на совсем какие-то примитивные технологии. Мы видим, сколько людей уезжает из России. Это реально, вот, наверное, в начале 90-х был похожий отток, когда открыли, и народ ломанулся. Сейчас, я думаю, вот он сопоставим. И Путину, в принципе, это все равно, потому что за 20 лет он выстроил очень мощную машину пропаганды. У него есть
контролируемые выборы, которые он может кого угодно избрать, и то мы видим, что он собирается отказаться от выборов губернаторов. То есть Путин выстроил систему такую, которая позволяет ему творить всякие гнусности без того, что его там скинут от власти. И я думаю, что Путин, вот у него уже идея фикс, воевать до победного конца, уже очевидно, что каждый день войны ему будет в конце концов стоить очень дорого. У него будут проблемы с деньгами, у него будут проблемы с поддержкой, и все. И он готов воевать очень долго. И поэтому я считаю, что он совсем не опирается на мнение населения. То есть он совсем не будет считаться с тем, что он свое население вгонит в нищету. Он не европейский политик. Он просто еще дальше выдаст денег Маргарите Симонян, Киселеву и так далее, чтобы они рассказывали про злой Запад и все остальное, и сохранить свою власть. И я считаю, что его может остановить только сила. Как минимум Запад должен показать, что он готов воевать с ним, не только до последнего украинца. Сейчас Запад объективно воюет с Путиным до последнего украинца. Да, они там какое-то оружие поставляют, довольно пока слабенькое, но вроде как собирается мощней. Но по сути Запад устраивает, что он истощает Путина за счет жизни украинцев. Путин это тоже прекрасно понимает, и он всем видом говорит, что если вы сунетесь, я там вам ядреную бомбу скину и так далее. И здесь вопрос, насколько Запад покажет, что он готов хоть какие-то более активные действия, там, начиная с поставок более серьезного вооружения, кончая закрытым небом. Мне кажется, только какие-то такие более активные именно силовые вещи покажет Путину, что Запад не какой-то там трухлявый Макрон, который там часами как секс по телефону с ним, короче, там общался, а толку-то, в общем, не было никакого. И мне кажется, Запад должен какую-то силу показать жесткую, чтобы Путин эту войну остановил. Экономикой, я считаю, Путина не задушить. Максим, ну да, очень часто в наших комментариях спрашивают, а о чем Путин с Макроном так долго разговаривает? Почему он ему постоянно звонит? Ну вот вы, скажем так, приоткрыли небольшую завесу этой тайны, видимо, для наших зрителей. Ну, к слову, мы сегодня уже с вами этого немножко касались. Сообщение из чата вам сейчас прочитаю. Пишет Полина Дудко. Максим, здравствуйте. Насколько оцениваете способность россиян выявить причинно-следственные связи экономического падения с несменяемостью власти? Ну вот, вы частично уже на этот вопрос. Низко оцениваю, и это не потому, что какие-то россияне тупые. Вот я в последние вот, месяц, ну это всегда было, но очень много реально русофобских таких комментариев. Да, я с вами согласна. И вот расисты, все, вот я просто ненавижу всех этих людей, потому что россияне не заслужили такого отношения к себе, что они какие-то тупые, не могут там проследить причинно-следственные связи. Да во всем мире народ такой. Вот Трамп, он что, какой-то особо гений, что ли? Да нет, Трамп, он такую фигню нес на своем предвыборном там шоу, когда он у Клинтона выборы выиграл. Он там просто какие-то совсем чудеса рассказывал. И американцы, у которых есть доступ к независимым средствам массовой информации, к соцсетям, которые никто не блокирует, к куче бизнесменов, которые там могут все рассказать, куча там, оппозиционных политиков, которые никто там не травит новичков не сажает. Нет, они проголосовали за Трампа, он стал президентом. Я вот только что привел пример Франции. Да, Ле Пен не победила, но она получила 42%. Вы просто подумайте, это уже при том, что уже во время финальной гонки Макрон прямо говорил, что ты там путинская проститутка, ты там фактически, ну он так не говорил, я так немножко переначал, но он прямо говорил, что там ты деньги получала от Путина, и явно сейчас у Путина не самый высокий рейтинг, чтобы как-то помогать избираться. Явно он негативный, и тем не менее она набрала 42%. Поэтому не надо там россиян как-то обвинять, что они какие-то дебилы и не могут проследить причинно-следственные связи. Я так скажу, что ну вот у меня там довольно серьезное образование, в том числе там в Чикаго там, и в РЭШ, это очень сильный университет. И я могу сказать, что очень небольшой процент даже умных людей могут отделить корреляцию от причинно-следственной связи. Это реально, ну просто мы не можем говорить, что каким-то людям просто не повезло родиться толковым. Ведь вот, да, я считаю себя толковым, но это не моя заслуга. Моя заслуга в этом ноль. Просто вот я
вытащил счастливый лотерейный билет, вот я родился, там, папа, мама, там, генетика. Мне повезло, поэтому у меня большая зарплата довольно и по европейским меркам, и по российским, тем более, меркам. У меня есть 5 детей, которые я спокойно могу содержать, и у меня хороший дом. Но это не моя заслуга, это просто мне повезло. И обвинять людей, которым повезло меньше, что не могут сообразить там, что вот они такие тупые, не могут сообразить, что там 2000 это была цена нефти, а не Путин и так далее. Это все, ну, я считаю, просто некорректно, несправедливо и по-снобистски. Это моя такая позиция. Максим, вот Путин всегда покупал европейских политиков, и сейчас на фоне войны от него все отказываются, ну, в том числе и Ле Пен тоже, знаете, открещивалась, она говорила, что не поддерживает войну и что нужно помогать беженцам. Вот что, на ваш взгляд, Путин делать будет после окончания этой войны? Как он будет восстанавливать вот эти связи или не будет их восстанавливать, и больше не будет вот этих путинских проституток? А, не знаю. Вот ответ на ваш вопрос я не знаю, потому что вот политика, она действительно грязное дело. Вот с одной стороны, вот не очень хочется, чтобы она была такой чистым, но вот, к сожалению, вот ты хочешь стать президентом, вот опять Ле Пен, вот ей очень хочется, ей нужны вот деньги на предвыборную кампанию. Возможно, даже она не хотела там как-то у Путина брать. Ну вот никто ей не дает, а Путин такой, знаете, как вот в фильмах такой дьявол такой говорит, а вот у меня тебе 20 миллионов евро, матушка, хочешь, бери. Вот. И власти хочется. То есть власть это такая вещь, которая просто людей просто развращает. Единственное здесь вот такая мера, это просто тупо следовать своим же законам. То есть есть во многих странах мира законы против коррупции. То есть нужно вот просто четко следовать, и мы видим, что Европа не следует. Вот опять же, мы видели там на бедных россиян, которые такие там сволочи там, не знаю, там, с говном и с палком не могут прогнать Путина. Вот куча санкций, все рассказывают, какие они там ничего не делают, и поэтому будете все страдать и так далее. А вот Шредер, он много лет был не то что путинской проституткой, он был такой мега-проституткой, которая лоббировала северные потоки. И до последнего дня вот он на Путина вкалывал. Где против него хотя бы санкции, не говорю против уголовки? Нету. Где санкции против Ле Пен? Уже доказано, что Ле Пен брала деньги. Вот Алексей Навальный из тюрьмы написал там обращение к французским избирателям, что Ле Пен брала деньги у Путина. Это же, ну это же ужас, когда фактически там коррумпирует фактически Путин кандидатов в президенты. Там Фион и так далее, это ж много. И мы не видим, то есть они очень все хорошо на русских накинулись, но мы не видим работу над ошибкой, мы не видим, что они даже вот тех людей, которые уже доказанно брали деньги у Путина и фактически способствовали войне, против них хоть какие-то меры. То есть нужно просто выполнять, как, знаете, как у советских диссидентов было выполнять свою конституцию, выполнять свои законы. Вот вы грязные деньги получили, пожалуйста, наказывайте тех, кто получил. Наказывайте там юристов, которые кормились вокруг всех этих путинских дружков в Лондоне. Наказывайте там политиков, которые с его руки ели. Наказывайте там, кто там недвигу продавал. Ведь знаете, сколько в Лондоне там домов русских коррупционеров? Это очень много. Просто вот это реально там просто адские деньги туда ушли. И они ничего не делали. Просто выполняйте свои законы и закрывайте путь к грязным деньгам. Вот других нет рецептов. Да, Максим, в Лондоне действительно большое количество русской недвижимости, купленной на наши с вами налоги. Но я бы немножко еще хотелось мне вернуться к вопросу, который вот тоже очень часто пишут наши подписчики. Я вижу, что он совершенно в разных формах существует, но я вот так его сформулировала достаточно кратко. Такая немножко заговорческая теория. Почему Украина не разбомбит газопроводы, которые идут в Турцию и Европу, чтобы лишить Путина денег? Ведь на эти деньги, по мнению людей, которые это пишут, армия Путина кормится. Ну, я написал ровно такое же предложение, просто я не агрессивный, не разбомбил. Зачем бомбить? Я не мог просто вентиль закрыть.
То есть не надо его бомбить, он еще пригодится в будущем. Вот, потому что действительно огромная часть газа идет через Украину. Но я понимаю, почему они могут опасаться это делать. Они боятся потерять расположение Европы, потому что, в принципе, понятно, что этот же газ идет в Европу. И они боятся их расстроить и как-то так вот, чтобы им там оружие перестали слать. Я считаю, что все равно им нужно это сделать, потому что Европа расстроится, безусловно, расстроится, но оружие слать не перестанет, потому что, как я сказал, Европа сейчас бьется с Путиным до последнего украинца. Им выгодно, чтобы у украинцев было оружие, потому что как только Путин захватит Украину, это значит, опасность будет уже угрожать Европейскому Союзу. Путин явно не тот человек, который собирается на чем-то останавливаться. Мы видим, что он что-нибудь там с Грузией повоевал, потом побольше захотелось кусочек, он там Крым и ДНР себе там с ЛНР оттяпал, потом Украина, потом подкопит силы и, в общем, вспомнит, что и Польша была часть Российской империи, там, и там, Балтийские страны тоже, в общем, наши родные там, и так далее. То есть, в принципе, это же аппетит приходит во время еды. Поэтому я считаю, что не стоит бояться Украины, разозлить Запад. Запад все равно будет слать им оружие, потому что они хотят, чтобы умирали украинцы, они не хотят, чтобы умирали европейцы в борьбе с Путиным. Поэтому они будут до последнего поддерживать украинцев, потому что украинцы сейчас бьются за Европу, а не только Так за а себя. украинцы почему не перекрывают этот вентиль? Ну, если вот вы понимаете, что Ну, там вот я Европа сказал, не Мими, что они откажется. боятся расстроить Европу. Они боятся расстроить Европу. Ну и во-вторых, они могут, если совсем объективно, они только могут один канал прикрыть. Там же еще есть Северный поток-1, который, в принципе, они не контролируют. И Северный поток-2, который готов, и который, в принципе, я думаю, что его не запустят, но это же там до последнего момента были колебания. Вот, поэтому украинцы не контролируют 100% поставок газа. Я думаю, что они боятся, как я сказал, расстроить Европу, чтобы Европа не начала там покупать больше по другим каналам и не лишиться помощи. Я считаю, зря боятся. Ну, в общем, боятся не зря, но это им выгодно. Но, в общем, я тут не хочу критиковать украинцев, потому что я с глубоким уважением отношусь и к украинскому народу, и президенту Зеленского, который показал себя очень крутым президентом, на самом деле, и несмотря на всякие критические комментарии и самих украинцев, когда он избрался, я помню, как раз когда он избрался, написал пост, который типа, ну что, хороший мужик Зеленский будет хорошим президентом, как на меня накинули здесь мои знакомые украинцы, что типа Порошенко круче. Но сейчас вот Зеленский показал, что очень крутой президент и в целом принимает все правильные решения. И я не могу претендовать, что я полностью знаю все расклады. Я сказал свое мнение, но возможно, что у Зеленского есть свои какие-то соображения, почему он не прикрывает. И я бы поостерегся бы критиковать, потому что, возможно, есть какая-то секретная информация, которую мы не знаем. Это все-таки война. Это война, и у меня нету всей информации, что происходит. Мгм. Максим, а вот поскольку мы уже затронули с вами эту тему, а что вообще вот для вас вот эта война? Изменилось ли ваше как-то отношение, ваша жизнь, ваши взгляды в связи вот с событиями, которые идут, с ужасными событиями, которые идут последние 60, получается, уже 3 дня? Ну, она сильно повлияла на меня, как, наверное, многих эмоционально. Там, наверное, в первом месяце я вообще не мог там, честно, ничего не работать, ничего. Слава богу, у меня не было классов, поэтому, в общем, не нужно было каждый день ходить на работу, но вообще вот было тяжело. С точки зрения именно вот такой бытовой жизни это практически не повлияло. Слава богу, в принципе, у меня ресурсы, мои доходы не сильно зависят от России, но вот эмоционально очень сильно. А с точки зрения вот оценок, то да, я резко изменил свое мнение о Путине. Я до этого считал, что Путин рациональный человек, умный, рациональный, у которого функция полезности максимизировать время нахождения у власти. И поэтому, несмотря на то, что я писал 2 сценария, когда он может начать войну, я в них сам не верил. Ну, как я написал, что это маленькая вероятность, то есть я там 95% думал, что война не начнется. То есть вот за день до войны я думал, что ограничится там, максимум
каким-то небольшим там расширением ЛНР, ДНР, все. И то, что Путин начал такую самоубийственную для него войну, просто изменило мое мнение, что Путин, похоже, действительно сумасшедший человек. У него проблемы с оценкой реальности. Мне не нравятся объяснения такие, что вот он там в палочках приносит, поэтому такой вот Путин не знает, что происходит. Это выбор Путина так жить. Если он захочет, то без проблем получит доступ к информации. Он так же, как вот какой-нибудь российский гражданин, который прозомбирован по пропаганде, он построил себе мир и живет, только это не гражданин какой-то там, не бабушка какая-нибудь там из села Гадюкина. Это президент огромной страны. И если он неадекватно оценивает информацию, если он там не видит очевидных вещей, если он идет на самоубийство, для него, это для него война. То есть Путин проиграет, наверное, больше всего из россиян от этой войны, потому что он резко сократил свой ожидаемый срок нахождения у власти, потому что если бы этой войны не было, он бы лет 20-30 спокойно еще правил и вообще там без потрясений. Поэтому моя оценка изменилась именно в сторону, что у Путина поехала крыша. И это опасно для россиян прежде всего. Тогда, может быть, у вас есть какой-то прогноз, что будет дальше? Ну, сценариев много. Есть хороший, есть плохой, есть средний и вероятный. Самая вероятность, я думаю, он не хороший сценарий для России. Самый вероятный, я считаю, что Путин отползет, потому что он уже проиграл войну, на самом деле. Мы видим, что ему пришлось вывести войска там, от Киева, от Чернигова. И, естественно, никто не покупает эту историю, что вот Путин такой добрый решил там отвести войска, особенно после того, как мы видели в Буче и в других городах Украины, что происходит. То есть он уже пытается сделать план минимум, это захват Донбасса. И мы видим, что пока, как минимум, тоже у него не сильно продвигаются дела хорошо. Мы видим, что он до сих пор не взял Мариуполь, несмотря на то, что это уже больше, чем 60 дней там, город в жестокой осаде. И защитники Азовсталь просто герои, которые, несмотря на то, что они отрезаны от всего мира, от своих войск, от снабжения, они просто держатся. И вот реально, это, мне кажется, история, про нее будут фильмы сняты. Это будет вот круче, чем Брестская крепость, потому что все-таки вот для украинцев, мне кажется, эта война сейчас даже более важная, чем Великая Отечественная или как Вторая мировая, как в мире более известна. И мне кажется, что про оборону Мариуполя будут сняты фильмы. И на самом деле Путину придется скоро отползти, потому что мы видим, что у него проблемы с рекрутингом новых людей. Контрактники многие выходят, не хотят заходить обратно. У него проблемы с техникой, его технику уничтожают, а новой техники у него просто нет мощности производить. И это рано или поздно закончится, скорее рано, ему придется отползти. И когда он отползет, естественно, он для внутренней аудитории объявит, что он победил, и он просто сделает из России Северную Корею. Не с точки зрения экономики, а с точки зрения политики. Экономика, скорее всего, все-таки рыночная останется, но она будет очень бедной, потому что это будет под санкциями. И, к сожалению, для россиян это очень грустный сценарий, потому что Украину очень быстро отстроят всем миром, включая за счет российских денег, которые арестованы. Их хватит для того, чтобы из Украины сделать современную страну с новыми аэропортами, дорогами. Это будет не страна, а картинка. Вот прям через 3 года, через 5 лет, я уверен, Украина будет это просто суперсовременной, крутой страной. А вот Россию ждет очень такие мрачные времена, потому что он окопается по кругу, Запад от него отстанет, Западу все равно, когда он убивал россиян, никаких санкций, даже когда против Алексея Навального применили химическое оружие, это ведущий политик оппозиционный, мы видели, что было много разговоров, но никаких серьезных санкций не было. Поэтому как только Путин уйдет с Украины, Запад отстанет, многие санкции будут ослаблены, люди будут жить очень бедно, но у Путина хватит ресурсов, чтобы содержать силовиков, репрессивный аппарат и просто вот править в стиле такого северокорейского диктатора, когда любое инакомыслие вообще просто полностью уничтожается, и Западу будет плевать.
И вот это самый вероятный сценарий, какой я считаю случится. Да, ну вот вы говорили как раз про Мариуполь, про то, что там происходит. Ну, много где, конечно, тяжелая ситуация в Украине, и Буча, и все мы видели с вами эти ужасные кадры, и сердце разрывается, когда это смотришь. Но я бы еще хотела зайти вот с точки зрения экономики. Вы сказали, что за те деньги, которые заблокированы, да, российские, получится восстановить Украину и сделать ее вновь великой, да, great again, как говорил Трамп. Действительно ли это так, и какой вообще вот эта война наносит урон экономике? Потому что то, что мы видим по кадрам, ну, это просто уничтоженная инфраструктура, разрушенные там школы, детские дома, какие-то важные объекты, ну, плюс еще дороги, да, мосты, которые были разрушены в том числе и самими украинцами, и в том числе ну, просто жилые дома, которые, ну, в них уже невозможно жить, их не восстановить. Ну, понимаете, на самом деле единственные невосполнимые потери это в человеческой жизни. Это вот самая большая потеря Украине. Сейчас это убитые, изнасилованные. Это вот те, которые очень тяжело оценить, это именно то, что невосполнимо. Все дома, все дороги, это все вопрос времени и денег. И сейчас технологии строительства довольно продвинутые. И на самом деле, вот я просто живу в Испании сейчас, и ну, я был в Испании и там очень давно сейчас, и видел, как Испания просто там за 20 лет понастроила дорог, аэропортов и так далее. Это очень был огромный скачок. Кстати, Греция за то же время не построила. То есть Греция деньги потратила какой-то на всякие неправильные расходы, и фактически она потеряла вот там, нулевые годы, скажем так, в Евросоюзе, а Испания отстроила. И, в принципе, естественно, что разрушение больше в Украине, но, в принципе, в Европе есть много строительных компаний, которые с радостью возьмут эти подряды, да и сами украинцы. И это будут еще раз современные аэропорты, и все невосполнимые только жизни. Все остальное можно отстроить. Это вопрос времени и денег. Уже арестованных российских ресурсов, там, Центробанка и имущество олигархов, все эти яхты, виллы, дома, акции, компании, это уже измеряется сотнями миллиардов долларов. То есть я видел оценка, верхняя оценка потерь, которая сейчас существует, это, по-моему, 500 миллиардов долларов. Это не больше, чем объем арестованных российских ресурсов. Поэтому это вполне нормальный план все это восстановить. И более того, это даст именно, мне кажется, украинцам вот некоторую веру, потому что все равно это будет все новое, современное. И я надеюсь, что самое главное, Украину примут в Евросоюз, и это будет еще более сильный толчок, потому что общий рынок, общие там институты, потому что в Украине все-таки проблемы были с институтами, с коррупцией огромные проблемы. И если Евросоюз даже даст им не денег, а самое большое это помощь будет в виде институтов и помощи именно выстраивания институтов украинских. Это будет очень быстрый рост экономики. Мы видим, я думаю, там китайские темпы роста на протяжении там, 10 лет. То есть я думаю, что Украина будет расти по 10% в год в течение там, 10 лет. Это, если все будет нормально, это вполне, мне кажется, вероятный сценарий. Ну, это звучит достаточно оптимистично. Я видела оценки более, так скажем, рассказывающие о более невосполнимых потерях, но, безусловно, конечно, самое страшное, как вы и сказали, это человеческие жизни, с этим ничто не может не сравниться, и все, что мы видим, все, что мы читаем, ну, это просто не поддается уму. И вот, знаете, меня интересует вопрос, вы, наверное, видели статью «Медиазоны», где они рассказывают про то, что за солдаты вообще находятся в Украине, и коррелируют это с уровнем бедности регионов, из которых они приехали. И вот как вам кажется, почему так получилось, что вот эти военные, которые там оказались, они творят такие зверства? Это просто потому, что они вот живут плохо и бедно в России? Это просто потому, что они аморальные? Или нет этому никакого объяснения? Просто я для себя никак это не могу обосновать. Ну, во-первых, то, что из бедных регионов народ едет на войну, это вполне себе закономерная история. То есть я хорошо знаю там Алтайский край. Когда в России работал, у меня клиенты были с Алтайского края, я его на машине весь объездил. И Рубцовск, знаю, что такое и Бийск, и Барнаул, и Славгород, и многие другие там города.
И согласен, что вот в Алтайском крае, Республика Алтай, там села это просто нищета, то есть большинство сел. То есть бывают исключения, особенно вот немецкие бывшие, там много немецких сел в Алтайском крае, они вот довольно аккуратно и симпатично выглядят. Но вот так вот большинство мест, где был, это реально нищета, и мужики спиваются, там, а женщины очень рано стареют, это реально просто ужас. И понятно, что если ты живешь в таких условиях, для тебя единственный способ вырваться из этого болота, из этой нищеты, это пойти воевать, потому что ты как контрактник получаешь какие-то деньги там живые. Вот. И действительно, эта война, это еще раз показало, что налог на бедность, потому что только бедные семьи могут позволить отправить своего сына умирать там за 100 тысяч рублей в месяц, потому что для них реально стоимость жизни низкая, и поэтому не мудрено, что мы видим вот нищих людей, которые просто радуются, что они там какую-то стиралку там украли или так далее. Это показывает еще раз, из каких вот регионов и какая вообще бедная страна Россия. То есть на самом деле за там 20 лет таких там адских нефтедолларов за счет вот капиталов мы видим вот с одной стороны там путинские дворцы, где там просто золотые ёшики, унитазы и там яхты, где там по миллиарду долларов. То есть мы видим это просто вот такой разброс, который просто поразительный, где люди просто вынуждены, для них единственный способ получить стиралку, это украсть ее вот в Украине. Почему люди там жестокие, там такие, да, там, ну это вообще война. Просто дело в том, что большинство людей, они же все равно не социальные животные. Когда они живут в нормальном обществе, для них общество дает законами и приличиями. И когда эти законы перестают действовать, когда на войне, когда ты понимаешь, что делать можешь все, что угодно, это вот такая атмосфера без знака, и тебе еще подначивают командиры. И я уверен, что это подначивают командиры, ведь эти все мародерство, это же там грузовиками отправляли через почту, это не то, что там кто-то там сережки. И когда тебе там говорят, там, вот там насилуют там женщин, типа, и поощряют, и никаких, это же все видят, и это просто у человека, к сожалению, вырываются такие самые вот, низменные вещи. И это опять же, я против того, что вот россиян, как ты говоришь, вот россияне звери, вот они там вот показали свою истинную натуру. Да это все люди так себя ведут. Посмотрите, что там происходило во время наводнения в Новом Орлеане, когда там просто люди теряли обличье, они просто мародерствовали и так далее. Просто когда пропадает полиция с улиц, когда пропадает какие-то нормы законы, во всем странам, во всех странах люди начинают вести как животные. Вот, к сожалению, это человеческая натура, что поэтому есть законы, поэтому есть какие-то нормы общества, потому что, к сожалению, без полиции, без законов, в общем, люди начинают себя вести нехорошо, мягко говоря. Но это мне все равно не дает ответ на то, что, ну, то есть, почему они мародерят, я понимаю, потому что они бедные, но мне не кажется, что кто-то их заставляет насиловать женщин, детей и так далее. Ну, то есть, для меня до сих пор это остается загадкой, зачем люди это делают и что их может на это сподвигнуть. Это еще раз, как бы, это люди теряют человеческий облик на войне в целом. Это же не изнасилование, это же вообще как это не жестоко звучит, это вообще нормальная вещь на войне. То есть, в принципе, когда советская армия освобождала там Европу, это тоже было норма, это не афишировалось, но это, к сожалению, норма. Вот. И когда там немецкие там, и вообще вот это, к сожалению, вот это ужасы войны. И да, там в каких-то местах армия ведет себя более прилично. Но это там, где есть законы, и там, где есть наказание, когда там командиры за этим следят. Если командиры за это не следят, а подначивают, одобряют и так далее, любая армия будет вести себя по-скотски. Вот и все. Поэтому это не из бедности, это именно, ну, к сожалению, вот, война, она вообще пробуждает самые низменные инстинкты, потому что вот, убивать другого человека, это тоже ненормально, вообще говоря. Вот насиловать, вот как бы да, насиловать это плохо, а вот убивать, это, конечно, блин, вот хорошо, наверное, да, там. Ну, Да, вот, смерть каждого когда вас человека — это отправят на ужасно. одну,
преступление, понимаете, когда у вас срывает крышу, и ты совершаешь другое преступление. Потому что вот вообще война это преступление глобально, потому что особенно агрессивная война. Поэтому почему там какие-то преступники только там одно делают другое, ну, возможно, там кого-то по-разному голова устроена. Но вообще это все преступление. Да, конечно, тяжелая тема для разговора. И говоря о преступниках, сразу мне, честно говоря, вспоминаются наши пропагандисты. А в последнее время и продажные блогеры, и пропагандисты, и Соловьев и так далее, все они говорят о том, что, ну, собственно, с экономикой России ничего страшного не случится, и вот эти все санкции, это на самом деле сделает нас еще лучше, мы там откроем свои какие-то сферы, и самый главный их поинт состоит в том, что мы переориентируемся на Китай. Это вот к вопросу, с которого мы с вами начали, там про газ и так далее. А действительно ли это возможно? Вот вообще, какое возможно развитие отношений между Китаем и Россией? Возможно ли поставлять России в Китай газ, тот, который, собственно, не будет уходить в Европу? Смотрите, с первой части вопроса, действительно, многие говорят, что вот мы станем сильнее, но сейчас совсем другая ситуация, чем когда вводились предыдущие санкции. Все-таки на официальном уровне все больше идет, что все-таки санкции это преступление, это война, поэтому уже нет такой прям вот бравады, что санкции нас там делают сильнее. Как нас санкционируют, а мы там сильнее. Нет, на самом деле уже в другую сторону идет логика. По поводу Китая, ну, газ это же не то, что вот ты взял, накрутил там, не знаю, там бидон газа и отвез. Это есть какие-то там трубопроводы, которые дорогие, которые долго строить. Это какие-то мощности, это спрос. Есть уже в Китае там газопровод. Они сколько-то покупают. Если хотите больше Китай продавать, но я не знаю, сколько там есть свободных мощностей, но даже если есть, например, вообще он нужен этот газ или нет, вот у вас там есть какое-то потребление газа. Вот представьте, у вас завтра дома вы там жарите еду, говорят, давайте мы будем в 2 раза больше газа продавать. Ты думаешь, ну хорошо, я там сварю еще там кастрюлю супа, ну, может, для чего он вам нужен? Это же, или там бензин. Представьте, вот вы там каждый день ездите на машине, у вас есть потребление бензина. Да если он будет бесплатный, скорее всего, вы не будете сильно много ездить, потому что вам не нужен. Поэтому под газ это нужно строить там каких-то потребителей, это нужно там контракты новые, это все непросто. И совсем не факт, как показывает практика, что Китай прям готов нас спасать, и Китай и Индия. То есть они, конечно, пока торгуют, но они всем видом показывают, что не готовы ругаться с Америкой и обходить санкции. То есть мы видим, что китайские там банки отказываются там страховать те же там поставки российской нефти. Мы видим, что там, не только Китай, даже Казахстан там уже сказал, что мы не будем вам помогать там, запчасти для самолетов поставлять в обход. Поэтому я не думаю, что Китай и Индия прям так рвут со желанием помогать России обходить санкции. А многие вещи, которые Россия потеряла, просто нет у Китая и у Индии. Китай и Индия сами являются импортерами технологий. Ведь технологии все в основном там, они заимствованы в Китае. Вот. И мы будем страдать именно от недостатка высокотехнологической продукции, которая не так легко получить от Китая, потому что у них нет именно своей независимой продукции. Если они там будут в нарушение санкций поставлять там какие-то технологии там американские, это будет удар по Америке, по Китаю, и им это не надо. То есть вот ради чего им ругаться с Америкой? Они так всю Россию за копейки скупят. Ведь России некуда будет податься, они будут отправлять там, Путин будет отправлять нефть, газ, лес. Вот вы посмотрите, как сколько там они лес уже вырубили, это просто там тайга, там вокруг Байкала, это просто такие, значит, ужас, когда китайцы все вырубают. То есть они просто за копейки будут покупать наш лес и отдавать там свои бусы там, в виде там, дешевого шматья и так далее. Зачем им ругаться? Они без рубля скупят всю Россию за 3 копейки. Спасибо, Максим, большое за такой объемный комментарий и очень интересную беседу. Тут у нас, на самом деле, нам много пишет, уже в чате там развилась дискуссия по поводу и войны, и по поводу военных преступлений. Ну и, конечно, много людей спрашивают про газ и вот эту ситуацию. Надеюсь, что мы попытались вот всем объяснить. Если что, заходите всегда в Твиттер Максима Миронова, там всегда интересные треды про экономику, и эти вопросы в том числе раскрываются. Максим, спасибо большое.
что сегодня поговорили. И это была передача «Честное слово». Мы выходим каждый день с понедельника по пятницу в 17:00. У нас только самые интересные гости. Если вы хотите, чтобы в нашем эфире появился какой-то гость, напишите нам об этом в комментариях. Мы все их читаем, обязательно обратим на это внимание. Если таких комментариев будет много, то у нас не останется выхода, нам придется его позвать. С вами была Ольга Гусева. Спасибо, что смотрели нас. До новых встреч!